Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор, и в этом видео вы увидите мастер-класс по нанесению декоративной штукатурки в стиле 1000 линий. Сегодня у нас будет фактурная акцентная работа. Я бы не стал использовать такое решение на большом объеме, но мне кажется, это идеальное решение для того, чтобы выделить какие-то элементы интерьера, допустим, какой-то там каминный портал, какую-то определенную стенку, какую-то нишу, какие-то колонны или даже все это вместе. Сегодня для реализации данной техники я буду использовать декоративные материалы от ABC Farben, а точнее их премиальную декоративную линейку под названием Tiziana Deluxe. Кстати, друзья, ABC Farben ежемесячно проводит конкурс на 10 тысяч рублей, но также там есть другие ценные призы. Для этого вам нужно всего лишь сделать какую-то работу материалами Tiziana Deluxe и отправить им на конкурс. И возможно вы выиграете десяточку. Но главная фишка в том, что все материалы для конкурса они предоставляют абсолютно бесплатно. И также по итогам года они выбирают лучшего декоратора и дарят ему золотую именную кельму. Для участия переходите по ссылке в описании. Ну что ж, друзья, давайте уже приступать непосредственно к нашей декоративной штукатурке в стиле 1000 линий. Акцентная декоративочка. Будем посмотреть. Погнали! Вот наши материалы от Tiziana Deluxe. Главный гость программы сегодня Travertino Naturale. Это материал, который мы будем делать фактуры. Вот наша мармофонда подложечка. Вот у нас тут Effetto di Ferro. Это такая черный металлик, финишное покрытие, и Perla di Roma. Это жемчужное покрытие. Вот с помощью такой губочки и щетки мы будем все это дело наносить. Приступаем к нанесению. Берем мармофонда. Ну, это такая грунтовка с натуральной мраморной крошкой. Надо сказать, что надо сказать, что качественным ее отличием от других грунтовок является то, что тут именно мраморная крошка. Это достаточно дорогой компонент. Ну, не сказал бы, что это прям сильно критично в отличие от других грунтовок, но мне нравится ей работать. Она делает офигительную адгезию, после чего можно приступать к нанесению нашей Travertino Naturale. Делать мы это будем кельмой. Берем Travertino Naturale и наносим ровный слой. Но я не стараюсь сильно надавливать в этот момент, потому что я просто хочу сделать слой примерно 1,5-2 мм. То есть я не тяну совсем уж прямо на сдир. Оставляю минимальный слой, но плюс подложечка мне помогает не делать перерасход материала, и я четко чувствую, где, собственно говоря, какой слой у меня находится в данный момент. После того, как ровно вот так мы перетянули всю поверхность, прямо по сырому мы берем щетку и проводим вот такие горизонтальные линии. Я рекомендую чередовать. Допустим, 2 линии мы провели справа налево, 2 линии слева направо. Потому что рука все-таки немножко ходит по-разному. У нас бывают те или иные отклонения в ту или другую сторону. В этом нет ничего страшного, конечно, нужно стремиться к более ровным линиям, но так как это ручная работа, так что небольшие неровности, они придают шарма нашей финишной фактуре. Можно вернуться где-то, подправить. После этого мы берем япончик и сглаживаем. Вот вы видите, да, такими кусками прям местами материал подседает. Ой, не подседает, а подвисает. Что я говорю такое. Его нужно пригладить, чтобы он не был такой ершистый и задиристый. Какие странные характеристики я ему дал. Друзья, дело в том, что просто ваши гости могут прислониться к стене и, допустим, сделать случайно какую-то засыпку на платье. Поэтому все эти моменты мы сглаживаем, чтобы в последующем нам не шкурить это все наждачной бумагой. Олдфаги знают, что шкурить я не люблю. После того, как через 4 часа материал высыхает, мы делаем финишный слой, который будет именно финишной фактурной.
Для этого я беру материал на шпателек и торцую его кистью, там где я делаю, ну не полностью, конечно, кистью, а именно там, где я хочу сделать такие островки. Островки тоже должны быть продолговатые, горизонтального характера. После чего прямо по сырому я беру кельму и начинаю все это дело сглаживать. Обратите внимание, что я сглаживаю как справа налево, так и слева направо. Сильной погоды это не делает, но все-таки вся работа заключается в нюансах. Где-то, если вы хотите добавить, можно это сделать прямо к кельме. Я же изначально торцую кисточкой, потому что считаю, что так удобнее работать, и так мы точно сразу же не переборщим. Кельмы можно сразу же переборщить немножко, и потом уже, как говорится, фарш будет невозможно провернуть назад. После чего, как вся фактура высыхает, да это опять в районе 4 часов, мы уже пользуемся финишным материалом эффекта Ди Ферло. Покрытие финишное, черный металлик. Я, собственно, пользуюсь незамысловатой кисточкой. Кисточка абсолютно особенная, абсолютно обычная, со смешанным ворсом. То есть щетина в ней 1:1 натуральная и искусственная. В общем-то, покрываем всю поверхность. После чего ждем высыхания 2,5 часа, и можно сделать уже второй слой. Обратите внимание, что тут нам важно дать именно достаточно плотное покрытие, поэтому одного слоя покрытия не хватает. И многие бы на самом деле остановились после этого второго слоя, потому что оно такое получилось, кстати, более фоновое. То есть мы сохраняем таким образом нашу технику 1000 линий и получаем более такое покрытие фоновое. Но в этом мастер-классе мы акцентируемся на том, что мы будем делать все-таки акцентное покрытие для того, чтобы выделять какие-то элементы стены. Ну, точнее, не элементы, а возможно какие-то отдельные стенки, колонны, каминные порталы и так далее. Сделали второй слой, высыхание 2,5 часа, после чего мы берем материал с эффектом жемчуга Perla di Roma. Я буду наносить его, так как у меня небольшой объем, просто с помощью обычной посудомоечной губки. Друзья, вы спросите, почему Гена обычная посудомоечная губка? Потому что, во-первых, у меня небольшой объем, а во-вторых, она достаточно жесткая. Обратите внимание, что для данной техники нам нужно сделать нанесение только по верхушкам. То есть нам нельзя, чтобы этот материал у нас забивался в низы, иначе вся фактура потеряется. Весь смысл сойдет на нет. Поэтому жесткая посудомоечная губка как нельзя для этого подходит. Также наверняка можно купить какую-нибудь автомобильную губку, допустим, на заправке. Я знаю, что они примерно так же выглядят, только гораздо больше. И это вам поможет в работе на объеме. Но также есть куча профессиональных инструментов на эту тему, профессиональных губок. Но не буду долго говорить об этом, вы и так все знаете. Главное, чтобы она была жесткая. Аккуратненько наносим всего по верхушкам. Но тут очень важно, друзья, соблюдайте горизонтальное направление при нанесении. Иначе весь ваш жемчуг западет в низины и получится каша. В общем-то, с одной стороны ничего сложного, с другой стороны очень эффектное покрытие у нас получается. Конечно, пока это еще не высохло, оно немножко сильно, так сказать, пестрит, не встало еще все на свои места. Мы снимаем скотч и смотрим на финишный результат после высыхания. А высыхание примерно 2,5 часа. Если вам понравился мой мастер-класс, обязательно ставьте лайк и делитесь этим роликом
если вы хотите, чтобы хорошие люди видели больше хороших видео. Увидимся в следующем выпуске. До новых встреч!